Очень часто вибрация становится камнем преткновения для многих начинающих скрипачей. И бывает так, что у человека звук хороший, интонация хорошая, а вот с вибрацией затык и все, и не получается. Почему это происходит? Основная и главная причина, как правило, это расслабление. Перед тем, как изучать вибрацию, нужно расслабить руку. Нужно расслабить тело, разум самое главное. И вообще она исходит, вибрация, из расслабленного движения. Вот из того же движения, с которого, вот, например, вы трясете рукой, вы же не трясете вот так вот, да, вы трясете естественно. Или вы мешаете ложкой чай. Вы просто мешаете, вот у вас равномерно такое движение идет, не задумываясь. Поэтому здесь надо не задумываться очень сильно о том, как куда-то палец идет и насколько часто он вибрирует там. Да, это, во-первых, нужно расслабиться. Это из психологических моментов. То есть, вот, начали. Если у вас пошла расслабленная вибрация, потом ее можно сделать быстрее, можно медленнее. То есть дальше же вы можете варьировать. Главное начать ее делать. Вот, с психологическим моментом поговорили. И технический момент. Тоже часто бывает так смешно смотреть, это довольно часто встречается, когда человек ставит вот палец, и, то есть ему надо что-то делать, и он начинает делать что-то такое рукой, да. То есть технически это выглядит так, вибрация. Палец перекатывается вот таким диагональным движением, понижая ноту и повышая. Основная нота у нас идет, чистый тон, допустим, вот фа диез. Вот мы находим фа диез. И немножечко таким, не прямо вот по струне, немножечко диагональный, да, вдоль струны идет движение, но за счет того, что мы не можем палец поставить сюда, палец немножечко у нас смещен, да, застроение руки и скрипки. И вот такое движение перекатывания. Основная нота все время в голове у нас вот это фа диез. Итак, расслабились, поставили со второго пальца, лучше всегда начинать. Здесь главное равномерно это делать, да, без стресса. Но если вы это просто расслабленно делаете, качаете вот так туда-сюда палец, вот локтевое и кистевое движение, честно говоря, это я вообще плохо понимаю, как можно разделить руку на части, потому что она двигается вся, в любом случае. То есть и кистевая вибрация гораздо больше распространена, она более мелкая, да, как кистевая. Кисть участвует в любом случае. Качается ли у вас локоть или кисть только, невозможно качать одним пальцем. Это будет что-то такое, наверное. И если локтевая, то такое, да, участвуют кисть и локоть. Так, забыли. Кисть, локоть, локтевая, кистевая, неважно. В общем, мы качаем палец. Как у вас уже рука это будет делать, тоже лучше не задумываться слишком сильно. Вот она качается. И так, вы если поймали вот это движение, просто на 3 секунды даже. Дальше задача в том, чтобы натренировать его. И как его тренировать? Первое. Берем смычок, ставим колодочки, и весь смычок от самого колодочки до шпица называется, и вибрируем. Если вы сейчас попробуете со мной, то вы поймете, что это сложно. Сложно выдержать вот такое равномерное движение и ровный звук. Да, вот это и нужно натренировать, по сути. Вот на втором пальце. Потом третий палец берем тоже от колодочки до конца. Выдерживаем расслабленно. Подышали, выдохнули и равномерно вот так вот качаем. Выше, ниже, да, выше, ниже. Слушаем основную ноту. Мы ее достигаем, опускаем, опять достигаем этой ноты основной. Лучше выше нее сильно не задирать вибрации, будет звучать фальшиво.
То есть немножечко опускайте и до этой ноты капелечку, может быть выше, но если вы будете качать палец не только вниз, но и вверх, это будет фальшиво, это просто будет выше звучать, чем надо. Вот, потренировались целым смычком, и потом по полсмычка тренируемся переход с пальца на пальца, вибрация. Вот второй палец полсмычка. Потом первый, второй. Третий, четвертый. И надо стремиться к тому, чтобы на всех пальцах она звучала одинаковой вибрацией. И когда вы потренировали целым смычком, да, длинные ноты на одной ноте, по полсмычка, 2 ноты, тогда вы заметите результат, да, и еще полезный совет в конце. Начало ноты лучше слушать без вибрации, если вы только начинаете вибрировать, то есть с самого начала ноты послушайте интонацию. Конечно, вибрация это хорошо, да, но интонацию старайтесь не терять. Вот, начало ноты. Да, потом мы уже не будем так делать, потом вибрация будет начинаться сразу с начала ноты, даже до. Есть вот прием, когда вы вибрируете, а потом начинаете вести смычком, чтобы нота сразу звучала так красиво. Но для начала полезно очень слушать начало ноты, начало вот интонации чисто. Надеюсь, вам пригодится это видео. Надеюсь, что-то вы здесь полезное узнаете. Расслабляйтесь и пусть все будет хорошо.